Так, уважаемые коллеги, рассаживаем свои места, начинаем. Светлана, правильно? Ольга. Ой, прошу прощения. Все, я уже забыла все, что можно было. Первая наша модель Ольга. 45, да? 45 лет ей. Доктор Бонг сфотографировал уже со всех ракурсов. И модель у нас полностью доверяет доктору, поэтому они обговорили предварительно варианты коррекции, пациентка согласилась. Но каких-то выраженных пожеланий у нее не было. So, Olga, 45 years old, and about 18 months ago she had a little Juverum injected into her nasolabial folds. Ольге 45 лет, и немножко больше года назад ей вводили препарат Юведерм Валюма в носогубные складки. Okay, as you can see, aging process is such that she's lost some volume along the infraorbital floor. Мы можем наблюдать у нее возрастные изменения, которые в первую очередь оказываются в области инфраорбитальной. And generally she's lost some volume in the mid-face. И в общем у нее потеря объема в средней трети лица в области щеки. And that accentuates the nasolabial folds, the oral commissure and the marionette. И это дает свой акцент на носогубных складках, на среднещечной борозде и на линиях марионеток. So what we're going to do today is we're going to give her some contour and volume all over. И что я хочу сегодня сделать? Я хочу воссоздать определенный контур и добавить объема. And we are going to try to use Teosia Ultimate, minimum 2 milliliter, maybe 3 milliliter. Мы будем использовать препарат Teosial Ultimate, 2 мл точно, может быть 3. And hopefully we can make her maybe 6-7 years younger. И мы постараемся сделать ее минимум на 6 лет моложе, а то и больше. She can lie down. Пациентка может лечь. And this is some antiseptic. Мы проводим антисептическую обработку. It's very important to cleanse the skin very thoroughly because we're injecting the filler very deep. Это очень важно провести качественную, хорошую антисептическую обработку. Мы вводим препарат глубоко и, естественно, должны избежать максимально инфицирования. Yes, we don't want to introduce any foreign body like makeup or anything into the deep tissue. Мы не можем позволить попадание частиц макияжа или бактерий в ткани. Let's set you forward. So I'm going to explain the landmarks. Доктор сейчас объяснит ориентиры. Yes. One thing, if Olga is my patient in my clinic, what I would point out is the fact that Olga's face is very non-symmetrical. Лицо у Ольги достаточно несимметричное. Have you noticed that yourself, Olga? You noticed that? Okay. И она знает сама об этом. Right. So first line is between the nasal ala and the tragus. Первая линия у нас от крыла носа к козелку уха. Okay. Second line is between the lateral canthus and the oral commissure. И вторая линия у нас от наружного угла глаза к комиссуре рта. Third line is between the lateral canthus, perpendicular down. И линия перпендикулярная от наружного угла глаза к горизонтальной линии And нашей. I feel for the infraorbital, the orbital rim. Он пальпирует границу, нижнюю границу орбиты. Remember, we do not want to go above the orbital rim. И помним о том, что мы должны работать ниже So этой the границы. orbital rim is about here. Отмечает ее. And then I'll have my entry point somewhere, first entry point somewhere here. И точка вкола будет вот где-то здесь. Second entry point somewhere here. Вторая точка будет по проекции носослезной борозды. Third entry point here. И третья точка по проекции носогубной. Fourth entry point here. Он очертил треугольник наибольшей депрессии, и в верхнем его углу будет четвертая точка. Okay, lie down. Thank you.
So I've checked with Olga that she's not allergic to lidocaine. Мы спросили Ольгу, нет ли у нее аллергии на препараты лидокаинового ряда, выяснили, что нет. And this is lidocaine 2% with some adrenaline. Это препарат, который доктор привез с собой, это 2% лидокаин с небольшим количеством адреналина. So we don't need a lot of anesthetic, just 0.1 gradation of anesthetic, just to numb the entry point. Нам не нужно большое количество препарата лидокаина, 0,1 This is a 33 gauge needle, so it's extremely fine. Which needle? 33 gauge. 33? 33. Иголочка 33G. Поэтому она не доставляет большой болезненности. And I would like to inject a little bit of anesthetic into the oral commissure, just to numb it. Он вводит немножко анестезии в комиссуру. For what? Because I want to lift the corner of the mouth. Он хочет поднять немножко уголок рта, развернуть, для этого ввел анестезию. Okay, that's it. And I'm going to show them, say, if it's a patient who is anxious, how I can numb the entire face for them. If a patient is anxious. Если он хочет показать, если пациент напуган, как можно с ним работать. So now that the entry point is numbed, Первая точка this is a ввода. 21 gauge Игла introducer. Дракар 21G. Doesn't need to be deep because we want to avoid big blood vessels. Не требуется глубокого введения, мы боимся повредить сосуды. And this is a cannula with anesthetics. This is 2% lidocaine with adrenaline. Сейчас он на тот же шприц, которым у него лидокаин, надел канюлю. And Olga is going to feel 2 scooshes of cold anesthetics. 2 anesthetics. I'm going to put 2 scooshes, 1 Он and 2. вводит 2 отделения, то есть он ввел канюлю на всю глубину. And that will numb the middle part of the face. Он сформировал борозду, соответственно, по этой борозде ввел лидокаин. Okay, and then Вот это, о чем он говорил, ретроградная борозда там была в презентации. and I'm going to numb the chin area for Olga. I'm going to numb the chin for Olga. I don't understand. Could you tell her I'm going to numb the chin? Он сейчас, да, ведет вот сюда. Будьте готовы немножко полость подбородка и губы. This is for patients who are anxious. Для тех, кто боится, кто пугается. You could explain to me. Он предупредил Ольгу, что он сейчас будет делать вот такие проталкивающие движения в сторону подбородка, в сторону губы. Для тех пациентов, которые боятся неприятных ощущений, он обязательно предупреждает. So basically, cannula will tell you if you are hitting the muscle. As you can see, I can't get through there. So I'm going to put some anesthetic now. Okay. Если вы будете попадать в мышцу, то, естественно, у вас канюля не будет идти дальше. Вот. Он вводит также небольшое количество анестетика. Онемела? Ольга говорит, что губа онемела у нее немножко.
Okay, so this is a 23 gauge, Канюля 23G. 1.5 inch cannula. Это 1,5 дюйма. Переведите, сколько в сантиметрах. You can normally most people use 22 gauge from Magic Needle, but this is 23. Некоторые используют канюлю 22, у него 23. Okay, На 1,5 дюйма это получается где-то 4 you сантиметра. will prime the cannula with the filler and then bevel up, pinch the skin, and then put some pressure in. Он вводит канюлю в отверстие, создает такую Окей. складку и проводит ее далее. What is a layer? Huh? What is a layer? It's deep, very deep. So one more time. Я спросила, какой уровень, он говорит, очень глубоко. Okay. It's sitting on the surface of the bone. Скользим по поверхности кости. То есть суpraпериостально. So we go into the deep fat compartment, and I feel boluses 0.01, 0.0, 0.1, 0.1, and 0.1. Он ввел канюлю, и скользя практически по надкоснице, он работает в глубоком жировом компартменте, оставляет 3 болюса. 0,1, 0,1, 0,1. And then I go superficially. И затем он идет более поверхностно. Okay, this time we are in the superficial fat compartment, Сейчас он находится в поверхностном жировом компартменте. and then inject 0.1, 0.0, 0.5. Да. И вводит несколько болюсов. Point one, point one. Yeah, 0.1, 0.1, 0.05. 3 болюса он ввел. 0,1, 0,1, 0,05. Okay. There is no fixed amount. Everyone is different. Да, это, конечно, не фиксированное значение. Вы можете делать так, как вам хочется. На данной модели так. Okay. And then now we're coming to the zygoma. Теперь мы уходим на скуловую кость. Это вторая наша точка вкола. Deep. Very deep, as you can see. Тоже очень глубоко. Я почувствовала. And then, Надкосница. Рассказывай. so again, you want to inject the highest amount of product in between that two lines to give the cheek Do you projection. feel the tip of the cannula? Huh? Do you feel No, the it's tip of too the deep. cannula? It's too deep. Я спрашиваю, чувствует ли он пальпаторно кончик канюли. Он говорит, нет, это очень глубоко, вы не почувствуете. I'll show you when it's superficial. This is Вот он superficial. показывает, когда глубоко, то, конечно, видно кончик, Окей. когда поверхностно. Когда глубоко, нет. And then now we are going to pass it along the infraorbital floor, but we want it to go deep. И сейчас мы немного оставим препарата в инфраорбитальной области. So this is the infraorbital rim, the orbital rim. We do not want to go above it. У нас нарисовано, есть ориентир, это нижний край орбиты. Мы не можем уходить выше него. Okay, and this you will inject linear threading, a total of 0.1. Он ввел 0,1 мл препарата ровной линией. Okay, we can come back and refine the result later. Okay. And then now, Чувство распирания. the nasolabial folds. Сразу видно. Okay, so if you could tell Olga, there is going to be a little bit of prodding when we approach the nose, the corner of the nose. There's going to be a little bit of pressure. Немножко давления say будет that on the у microphone. крыла носа. You see that? Доктор предупреждает Ольгу, что сейчас будет коррекция носогубной борозды, и в области крыла носа будет небольшое давление оказано за счет действия препарата. Did Olga have any coffee today, this afternoon? Ольга пила сегодня кофе? So this one you want to go in below this line, everything is subdermal.
А все, что мы вводим ниже линии крыло носа, козелок, мы вводим субдермально. Okay, a little bit of pressure now. Good. And you will inject 0.1, and just like what you would normally do with nasolabial folds. Доктор ввел 0,1. 0.1 in the corner, and then linear threading down. Ввел болюсом 0,1 мл препарата у крыла носа и затем линейно-ретроградное еще небольшое количество препарата. Okay, and now we're coming to the chin. Теперь мы направляемся в сторону подбородка. I'm going to pass the cannula from here, like that, fan it. И он будет направлять канюлю от более This is, горизонтального направления к более косому. again, because it's below the line, we want to go subdermally. Опять же, так как это ниже линии горизонтальной, то мы работаем субдермально. As you can see, cannula will tell you whether you're in the right plane. It's not letting me through. Доктор говорит, что канюля подскажет вам, что вы в нужном направлении. So, although she's numbed, I don't push very hard because you want to get into the right plane. Он говорит, что не оказывает сильно большого давления. So you adjust your cannula. There. So it's in now. And what you will do is you pull the skin up and then you inject 0.1. До этого вводил препарат, и у него канюля попадала в борозду. Не в борозду, в сектум, в перегородку. При правильном введении канюля уйдет на всю длину. Камеру нельзя вот туда поставить? Okay. Like that. 0.1. Linear threading. В каждую линию 0,1 мл препарата. Okay. Good. And then Было 5 векторов, 5 лучиков у вееров, каждый по 0,1. what I'm going to do next is I'm going to lift her oral commissure Что он хочет сделать дальше? Он хочет поднять комиссуру, with the 27 gauge needle. 27G иголочка. Okay. Open your mouth for me. Доктор просит открыть рот. Good. And this is intradermal. Интрадермально. Таким веером, три лучика веера было. And into the modiolus. И в модиолусе ставит болюс. Close your mouth. Close your mouth. Закрыть рот. Okay. Now we want to do fanning and subdermal fanning to make the result more. И теперь нам нужно сделать Regular. субдермальное введение веерное в области щеки, чтобы контурировать, скульптурировать эту зону. And you will inject very little, not even 0.1. Он вводит совсем немного, даже не 0,1 мл на каждый вкон, еще меньше. Насчет кофе. Кровить немножко. Давление подняли немножко. Я, честно говоря, совсем сладенькие крепкие. Нет, сейчас нормально. Места в голову немножко края чуть-чуть. Нет, быстро. С ртом нормально. So we have used a total of 1.4 milliliter. 1.4 milliliter. 1,4 мы использовали. We have used here. Мы использовали 1,4 миллилитра.
В смысле, 1.4. Okay, now, I don't normally massage, but this part of the face, we normally want to massage it. So if you could ask Olga to open her mouth, and I'll use my thumb to rub it. Откройте рот, он массаж Мгм. сделает. Верхнюю часть мы не массируем, но в области периорбитальной и подбородка нам нужно выполнить небольшой массаж. Для этого мы просим пациентку открыть рот и через... But gentle. Да, но очень мягко. Okay, good. And let's have a look. Мгм. Зеркало дать? Мирок? Okay. Does she look better on this side? Она выглядит лучше с этой стороны? Да. Yeah. Okay, so again, as you can see, she has no bruising at all. У нее нету гематом, как мы видим. The blanching is just the adrenaline, the anesthetic. Побеление, да, только за счет введения And анестетика с адреналином. okay, let's draw on this side of the face now. Размечаем другую часть лица. So again, we draw a line between the tragus and the nasal ala. Повторяем все те же самые ориентиры, все те же самые линии. And then one line between the lateral canthus to the oral commissure, and then one perpendicular down, and feel for the infraorbital. Мы проводим все те же самые линии, обязательно отмечаем нижний край орбиты. So Правильно first своего. entry point, second entry point, Первая точка в полу, third вторая, entry point, третья fourth entry point. и четвертая. Some people ask me, why do I choose this entry point? This is because my cannula is not long enough. If I were to go in from here, not long enough. Косметологи часто спрашивают, почему вы используете еще вот эту нижнюю точку. Это связано с тем, что канюля недостаточно длинная, чтобы со второй точки вкола проработать подбородок. Okay. And then this one is for this. Okay. И эта точка для работы в среднещечной болезни. Okay, and lie down for me now. Thank you. So again, this is 2% lidocaine with some adrenaline. Повторяем те же самые процедуры. Это 2% декаин с адреналином. And if I were to give Olga a scale from 0 to 10, how would she describe the pain on that side? Ольга, как бы по 10-бальной шкале вы описали боль на той стороне? Ну, у меня порог чувствительности все нормально, поэтому... Ну, от 0 до 10. Ну, для меня в некоторых местах, ну 4 Мгм. максимум. Максимум 4. Okay. But in some places less. 0. More. 0 or 1. Uh-huh. So again, into the oral commissure. По 0,1 миллилитра он вводит в каждую точку. I replace it to this one. Okay, so now we're going to numb the middle part of the face. So I always pinch the skin because I want to separate the tissue from the blood vessels under it. Он всегда поднимает складку, приподнимает кожу, потому что он хочет немножечко, во-первых, сдавить сосуды и поднять кожу над ними. And now the cannula with anesthetics. Канюля с анестетиком. Okay, 1.1 and 0.1.
И вводит анестетик 0,1 и 0,1. Вот здесь, пожалуйста, Два как полюса. болезненно было. Если вот так вообще супер Here was the most painful. Mm. Okay, now we can start. Pinch again, and then this time deep. Сейчас работаем глубоко, делаем складку кожную и вводим канюлю. Very deep. Очень глубоко. Okay, and now you will do 0.1, 0.1, 0.1, 3 болюса по 0,1 миллилитру. and then you go superficially, И затем мы идем более поверхностно, subdermally into the. субдермально. Mhm. Okay, and again, when we are approaching the corner of the nose, there may be a little bit of pressure. Когда мы достигнем крыла носа, то может быть немножко неприятно. Okay, and your chin up, good, and to your left, excellent. Subdermal, Субдермально. and small bolus 0.1, Небольшой болюс 0,1 миллилитра. and a linear threading out. И линейно-ретроградно. Okay, and I'm going to do a little bit more on this side because this side is more severe than the other side. И на этой стороне он ведет немного больше препарат, потому что здесь более выраженная носогубная And борозда. this time I'm going more superficially. As you can see, there is tugging. И сейчас он пойдет более поверхностно, и мы видим, что он проталкивающее движение выполняет. And that's the beauty with TCL Ultimate because TCL Ultimate is not so viscous that it gives you lumps, but it's got high elasticity, so you can really do the nasolabial folds without any problem. И препарат Ultimate в данной области совершенно без проблем ставится. В силу своих свойств он не очень вязкий, но очень эластичный. Okay. И не дает комков. Let's sit you up a little bit. I need to put the chair back a little bit. I need to put the chair down a little bit. Немножко опустит он. Okay. Okay. The reason why I put the chair down is because I'm right-handed. If it's too high, I cannot do it. Причина того, что немножко опустили мы изголовье кушетки, то, что он правша, и ему с этой точки удобнее работать. And we go deep first. Сначала мы идем глубоко. It's almost like building a house that you go deep for the foundation. Это почти как строить дом, говорит доктор. Сначала мы ставим фундамент, And then we go superficially. и затем мы идем более поверхностно. Okay, and now I'm going to go into the infraorbital floor. И сейчас он собирается ввести препарат в носослезную борозду. This we want to go deep. We must not go above the orbicularis muscle. It's got to be beneath, under it. Мы идем глубоко, мы не должны быть над круговой мышцей глаза, мы должны быть под ней. As you can see, I'm lifting the cannula, but it's not showing
because we are deep. Я поднимаю канюлю, но я ее не вижу, не визуализирую, значит она глубоко. Okay, now we come to the chin. И мы переходим к подбородку. Subdermal. Субнормально. As you can see, cannula will tell you if you're in the right plane. At the moment, as you can see, I'm too superficial. It's not allowing me to go through, so I need to adjust my cannula. Can you see that? I can't go through because it's too superficial. So Доктор говорит, что он не может ввести канюлю, это значит, что он слишком поверхностно. То есть нужно немножко глубже уйти. То есть мы встречаем сопротивление дермы. we'll come back to that. I'm going to lift the corner of her mouth first. Okay, open your mouth. Сначала скорректируем уголок рта. This is intradermal. Интрадермально. Close your mouth. Закрывайте рот. Modiolus. И болюс модиолус. Okay, we'll try again. Попробуем снова. Oops, sorry. So this is about 0.1. В первый вкол 0,1. В каждый вкол по 0,1. Good. Okay, well done. Well done. Right, I'm going to harmonize the result with the so like that. Subdermal. This time fanning. Ну, чтобы у нас улучшить результат и завершить процедуру субдермально, мы веером сформируем, ну, так скажем, скулу. Can you see that? Okay. What I normally do is I don't use up the product until I sit the patient forward because you need a little bit of product to adjust. Дальше мы просим пациентку немножко подняться, посмотрим, у нас осталось небольшое количество препарата, и мы оценим, где его еще можно использовать. Lie down, please. Okay. Thank you. Небольшой массаж, очень мягкий, аккуратный. Okay, close your mouth. Excellent. Поднимаемся. Does she look better? Она выглядит лучше. Супер. Gentle smile. Gentle smile. Небольшая улыбка. Okay.
So we probably can do a little bit here, a little bit there, and then a little bit here. So, down you go. The control of the plunger is very important. I don't look at the plunger. I just know how much force and how much this will come out, how much filler I will get. Доктор говорит, что он знает, умеет контролировать давление на поршень, то есть он знает, сколько нужно ему, с какой силой надавить на поршень шприца и сколько препарата при этом выйдет. So it's very important to be familiar with one product, so you know exactly, you can predict the result. If you are familiar, if you know the product well. И он говорит о том, что если вы знаете продукт хорошо, которым вы работаете, вы, конечно, сможете заранее спрогнозировать, какой будет результат. You understand each other without any words. So just gentle, we don't need to massage the product too much. Очень мягкий, аккуратный массаж. Нам нужно только слегка распределить продукт. Okay, let's have a look. Good. Okay. I think it looks Magic. nicer here than the camera. It looks nicer. Доктор говорит, ему кажется, что все-таки вживую она выглядит интереснее, чем на камере. Okay. So now what you see at the moment is the immediate filling, but in 3 weeks' time, all of this will look very smooth and it will be beautiful. И сейчас мы видим только незначительную часть того, что будет дальше. Через 3 недели мы увидим идеальный ровный контур и более ровную текстурированную кожу. And Olga will be with us this afternoon. Even the next 1 hour, it will look very nice. Yeah. Она будет сегодня с нами, и через час мы увидим, что она будет выглядеть очень хорошо. So we'll get her to come up again in 1 hour's time. Спасибо, доктор. Have a look. So what I'm going to do now is Maybe pre-post. okay. Yeah. Еще наш
один замечательный продукт разработки Тиосиаль, трепос-сыворотка. Я думаю, слышали и знаете, содержит экстракт арники, такой один из самых важных компонентов, который успокаивает, увлажняет кожу мгновенно и плюс дает очень хорошую, так скажем, запечатывание всех наших вколов, соответственно, мы избегаем полностью попадания в них какой-либо инфекции. И если когда-то пробовали, я думаю, что влюбились сразу. Okay, good. И We'll see. то, что очень важно, конечно, для любой женщины, потрясающий запах, просто аромат непередаваемый. Спасибо. Спасибо. Luda. Okay, and how old is Luda? Сколько лет? 62. 62. 62. Have you had anything done before? Что Она делали не раньше? тошна вообще. Здесь есть только немного ботулотоксин, и здесь есть немного мезонити. Yes. Okay. Да. Вот, и все, и так больше Еще ничего. немножко Ну, осталось. и здесь еще чуть-чуть, здесь тоже нитка лежит. Вот видите, она дала вот так. мгм. Ну, возрастная тетенька. Ну, вот. threads. Threat. When? Когда? Да. Когда? Неделю назад. 10 дней назад, 10 получается. days ago. Okay. Sure. Let's swing her around and look in. Надо с ней разуться. Нет, Разуться. нет, Нет, так. не надо. Вот здесь вот нитка. Я- Что гематома такая Не- жуткая. А вот у нее как она... Нет, у нее вот так нитки стоят, вот сюда. А, И где-то вот здесь рванула, блин, мама мия. Вроде поверхностно лезли, почему не понятно. Ну, бывает всяко. Он все скажет сейчас. Лежите пока. Ну, возрастные Таня, тетеньки. что? Что? Все хорошо. Нет, все хорошо. Он бы отказался, Он бы если было отказался, что-то если было плохо, что-то плохо, конечно. отказался, Если бы да. он не хотел Я это думаю. дождаться, пока И ты отек понимаешь, спадет. когда она поперла, это, вот видишь, вот так вот, и ты понимаешь, когда она поперла, чуть ли не фонарь под глазом, блин, это вообще что за Вижу. катастрофа, какую я артерию немножко Не рванула, знаю. блин, наверное. Я не могу сказать, чтобы она Дальше. глубоко пошла, вот так, блин. Я буду смотреть. This is Luda, and she's 62 years old, Наша следующая модель, ее зовут Людмила, ей 62 года. and she's not had any cosmetic procedure done before. Она не делала раньше никаких косметических процедур, но вот 10 дней назад были введены мезонити. Luda is a challenging case. It is difficult. It's hard Довольно сложное лицо. because if she's in my practice on a day-to-day practice, I will explain to her the difficulty, why it is so hard. Если бы она пришла ко мне в мою практику, я бы объяснил ей, почему она This is- сложный пациент и почему с ней сложно работать. Can you see there is too much weight coming down? Вы видите, что здесь большое количество тканей, и это большой вес, который тянет вниз. So filling this and this with filler is unlikely going to give her good result because there's too much. И заполнение носогубной складки, одной лишь носогубной складки, не даст нам практически никакого результата. Okay, it's the same if we are trying to fill this here. There is too much weight. То же самое, если мы будем пытаться заполнять борозды марионетки, то мы получим такой же результат. Ткани все равно будут давить вниз. Yeah. So we are going to try to lift the weight a little bit like that. And Мы then, постараемся поднять немного вот таким образом. yes, but I will explain to Luda that the result are good, but we are not going to be able to make it like that. Not possible. Ну и мы должны объяснить пациентке, что мы получим хороший результат, но, конечно, Yeah. не Or this, not possible. превосходный. Так, чтобы полностью расправить эти борозды, Because это, конечно, нет. there is too much weight here. Я понимаю, мне же... She understand. Okay, so what we're going to, are you allergic to anything at all? Аллергия есть на что-нибудь? Нет. No. Okay. У пациентки нет аллергических реакций. And what is this? Is this bruising? Yeah. Bruising. From is threads. Oh, when Thread did you get the lifting. threads? When? 10 days ago, 10 I days said ago. you. Ah, Yeah. I didn't hear. Ah. Oh, she had, what kind of threads? Какие нити? Обычные наши рене корейские нити, мезонити, очень Полидиоксанон, тонкие. наверное. Полидиоксанон, ПДО. Oh, okay, so she's got the PDO. Да. Okay. Оно немножко здесь, вот где-то вот, видимо, Okay. попали. Sure, sure. Okay. Нам нужно было So what we're going to do подуплотнить. is I'm going to use Ultimate and then Ultra Deep. Доктор собирается использовать Ultimate и Ultra Deep. This is because Ultimate will give her
the lifting, and then Ultra Deep will have the stiffness and viscosity to hold it. И Ultimate даст ей объем, а Ultra Deep за счет своей вязкости немножечко даже позволит поднять щечки. Okay, and it's difficult to tell how many milliliters, but hopefully 0.5, 0.5 of, so one, both sides, 0.5, 0.5, and then we'll see about that. Сложно сказать сейчас, сколько потребуется препарата, но доктор думает, что Ultimate это будет 1 мл по 0,5 на каждую сторону, и Ultra Deep мы узнаем уже в процессе. Доктор говорит, что в его практике, конечно, не все пациенты имеют финансовую возможность для того, чтобы за одну процедуру было введено много шприцов, и он старается за небольшое количество препарата сделать так много, как это возможно. We are going to use because it's 1 cc, the pressure is not as strong as 3 cc. We can use a 25 gauge needle. Так как мы используем сейчас шприц 1 мл, соответственно, у нас давление на поршень должно быть оказано меньше, и мы используем канюлю 25G. 25? 25 gauge, yeah. Okay, let's sit you forward. Поднимайтесь. Now, another thing, earlier we talked about the suborbicularis oculi fat. It's here. Ранее мы говорили о окологлазничном жире, он вот здесь. Okay, you must always point it out to patient because patient can sometimes think this is the filler. This is the filler. Yes, you want to tell patient she has this originally. И после заранее предупредите пациента и покажите ему, что это на самом деле жир, потому что некоторые пациенты после процедуры считают, что это филлер. Because if you don't, she will come back a week, 2 weeks later, she will say the filler is migrated. Да, потому что если мы его не предупредите, не скажете об этом, он придет к вам через 2 недели и требует с вас, скажет, что это у него филлер. Another thing I would point out to Luda, if she's my patient, is the puffiness here is more severe on the right side than the left side. Мы видим, что на правой стороне более выраженный объем в инфраорбитальной области. Because sometimes patients don't notice differences like that, and then they will say it's filler that goes in there. И многие пациенты, смотря на себя в зеркало, не видят этой разницы, и опять же после процедуры считают, что это филлер. Okay. Терпимо. Не обезболит сейчас местно все. Положить, чтобы удобно было, а то вот так это напряженно. Я так держу. Are you comfortable? You okay? Все нормально, я просто держусь. So because we're using a 25 gauge cannula, this is a 23 gauge needle. We don't need to numb the skin. It's not painful. It's not that painful. Так как мы используем 25-ю канюлю, дракар у нас 23G, доктор говорит, что это не больно. And also because the 25 gauge needle is shorter, you don't want the entry point to be there because then your cannula is not long enough. Так как канюля это немножечко покороче, то, соответственно, точка входа у нас немного перемещается. Okay, so we'll go slightly higher here. Luda. Ouch, good.
This is subdermal. Вводим препарат субдермально. Not deep. Huh? Not deep. Not at the moment, because I will go deep when I'm going from here to lift it. Сейчас препарат доктор вводил субдермально. Я спросила, разве не глубоко? Он говорит, нет, здесь мы ввели субдермально, а глубоко мы будем вводить, когда пойдем с другой точки, чтобы добиться большего лифтинга. Okay, feel for the orbital rim. Пропальпировали инфраорбитальную границу. So this time deep. Сейчас мы работаем глубоко. And then, slightly more superficially, И затем немного более поверхностно. okay. You didn't make a photo. Hmm? You didn't make a photo before. Oh, I've used just 0.1 so far. Mm-hmm. Okay, this time I go deep. Сейчас мы вводим Okay, bolus, совсем глубоко и оставляем болюсы. 0.05, 0.05. 0,05, 0,05. Okay, let's give it a wipe. Everyone's a bleeder today. Hmm? Everyone's a bleeder. Okay. Because of coffee, мы Люда. поднимайте немножко. Okay. So we want to lift it a little bit more. I'm going to go in one more time. Мы хотим еще немного большего лифтинга. Okay. Good. You okay? We don't want to inject too much product because we don't want the weight of the product to pull the face down. Мы не будем слишком много препарата, потому что мы не хотим, чтобы вес препарата еще больше тянул вниз. Okay. Let's see. Okay, and there we go. What I'm going to do next is I'm going to change the cannula to ultra deep. Боитесь крови? Доктор меняет канюлю со шприца с препаратом Ultimate на шприц с препаратом Ultra Deep. Okay, and out.
Чуть-чуть потерпим, дальше не больно. Subdermal. Субдермально вводим канюлю. A little bit of pressure. Yeah. Немножко давить сейчас будет, немножко. Чуть And потерпим. what we can do is, in a patient who feels a little bit of pain in here, you can give some anesthetics. Okay. У пациентов, которые слишком чувствительны к боли, Luda, I'm going to give you some anesthetic here. он немножко анестезию little сейчас bit. ведет, чуть-чуть. Okay, right. Можно ввести анестетик Okay. возле крыла носа. And ouch. Чуть-чуть сейчас поколет, пощипит. Вас просят отойти немножко. Больнее. And then I'm going to She give her a little bit says of that anesthetic. anesthetic is. She says that anesthetic is more painful Yes. than cannula. Yeah. Okay, so you don't want to push too hard. Не нужно давить слишком сильно. So just gentle, there you are, okay, and then put a gentle bolus, about 0.05 for bolus, ultra deep, and then withdraw a little bit, 0.05, withdraw, 0.05, withdraw, 0.05. Доктор распределяет препарат болюсами, то есть это не линейное ретроградное введение, это болюсное. На каждый болюс по 0,5 мл препарата. And now you go slightly more superficially. Вот он сделал то ли 4, то ли 5 болюсов, к сожалению, не обратила внимания. И более поверхностно. You can feel a bit more tugging when you're superficial because it's closer to the dermis. Можете немножко толкать канюлю. Если вы совсем поверхностно, близко к дерме, то будет такое выраженное сопротивление. Болюсис? Yes, boluses, and then linear threading. И поверхностно он тоже вводит микроболюсами. Okay, and then this is a 27 gauge needle. I'm going to lift the corner of the mouth, 27G иголочка. open the mouth. Откройте рот. Good. Чуть потерпеть. Okay. Close your mouth now. Good. Close your mouth. Закройте рот. Okay. And open your mouth. again. Открывайте. Good. Good. Close your mouth. And I'm going to lie you down a little bit. Немножко вас Okay, опустит. sit forward. Okay. Okay, so finally one more entry point here, Luda. Okay. And ouch. Good. Еще одна точка вкола. So this is still ultra deep. Это ультрадип. And open your mouth for it. Рот откройте.
Good. Okay, keep it there. Okay. И веером выкладывать препарат. Sorry. Он извиняется. Ай. Sorry. Okay. Close your mouth now. Okay. Good. Открывайте Thank you. ротик. Yep. Нос у меня чешется, можно почесать? Аккуратно, только аккуратно. Yes, it's the anesthetic. Ну и что, меняется половина? Царапала, по-моему, я себе. Okay. Listen. Обнимаетесь? Зеркальце дать вам? Ну, вот то, что, как он сказал, то, что можно было решить, то можно было решить. The cameraman. Камерамен. Человек-камера. Okay, now with the leftover product, we've just used about 0.5 of the ultra deep. What I'm going to do is I'm going to go in here to try to cross hatch. Okay. Доктор хочет ввести еще одну небольшую докоррекцию. В виде сеточки выложить препарат. В области угла рта. То есть это, по сути, было два перекрещивающихся вектора. Ну и получается такая сеточка. It's quite hot in here, isn't it? А можно там вот приоткрыть дверцу, немножко проветрить, что жарко тоже очень. Okay. One milliliter to one side. Yes, but 0.5 of ultimate. Okay. And now. Ротик открывайте. Okay. Нет, я тут не Там? справлюсь. Есть разница. Есть разница. Причем Okay.
Okay, so what I have Причем done here is хорошая I used разница. the cross-hatching technique. Мгм. This one here, Мгм. and then this one here. Ну, доктор показывает, как он использовал вот эту технику, два веера перекрещивающихся. Один снизу, другой сверху. Okay, so with the cannula we can do the vectoring, and then this one goes into supported. Okay. То есть одно направление идет сверху вниз, а другое противоположное ему снизу вверх. All right. So Ну, здесь очень And хорошо we поднялось на самом деле. 0.5 and then 0.8. У 0.5 of нас Ultimate. потребовалось 0,5 мл препарата Ultimate и 0,9 мл Ultra Deep. Okay, and I'm going to keep the 0.2 of Ultra D, just in case if we need more on this side. И оставшийся препарат он, возможно, использует, если нужно будет на другой стороне. Okay, let's go to the other side. Pretty good result, eh? Yeah, really. Whoops. То есть то, что у вас действительно можно было решить, то, что можно было решить, то, что можно было сделать, он на той стороне сделал. Что щечки такие массивные. Абсолютно. Нет, вы спрашиваете, изменилось, я вам говорю, однозначно изменилось. Я же понимаю. Sure. Однозначно изменилось. Ну, я же понимаю, мне 62 года. Я всё это. У вас еще лицо такое тоже бывает. Все равно меньше тканей. У вас выраженная ткань. So, I would always want to lift from the top first before I go to the bottom. Доктор всегда предпочитает сначала работать выше, а потом уже в ниже лежащих участках. So we now go deep and then bolus, Мы идем глубоко, 0.1 or 0.05 or 0.1 and then 0.05. и выполняем болюсы 0,1 мл, 0,05, And then superficial. и более поверхностно. Feel for the orbital rim. Пальпирует нижний край орбиты. Костный, конечно, имеет. Everyone bleeds. Must be the tea. Maybe a coffee. So this one, we want to go deep first. С этой точки мы сначала идем глубоко. Okay. It's almost like laying a foundation, and then we go slightly more superficially. Делаем как бы фундамент, и затем поверхностно. And then we go to the infraorbital floor. И сейчас формируем, корректируем инфраорбитальную зону. Okay, now we're going for the second syringe of Ultra D. Мы открываем второй шприц Ultra Deep. With the same cannula. И той же канюлей работаем.
Okay, I won't give her any anesthetics in the corner of the nose this time because you сейчас. said the anesthetic was worse. Он не стал вообще с анестезию вводить, потому что вы сказали, что с ней побольнее. Сам анестетик Unless she wants побольнее. anesthetics. Поэтому чуть-чуть тогда терпите. Okay. You okay? And then superficially. So we went deep, subdermal, but deep, and then now we still stay subdermally, but superficial, slightly more superficial. Доктор ввел как бы на 2 слоях препарат. Это все субдермальное введение, но одно из них более глубокое, другое более поверхностное. Okay. Right. So now we come to this. I decide the entry point based on the length of the cannula, just in case they are wondering. So the entry point would have to be here. If the entry point is too high, then your cannula is not long enough. Точка вкола, точка входа канюли на месте, с которого удобнее всего вводить препарат. То есть если немножко выше, то длины канюли не хватит. Okay, open your mouth. Good. Okay. Oops, sorry. As you can see, if I hit the muscle, patients will tell you. Если вы заденете мышцу, то пациент вам обязательно об этом скажет. But if you're in the fat layer, it's pain-free. As you can see. Если на более глубоком уровне, то никакой болезненности не будет. And asking them to open the mouth, because she has quite a big skin flap here. If she opens her mouth, it stretches the skin, is easier. Он просит пациентку приоткрыть рот, потому что при закрытом рте у нее небольшая кожная складка формируется, и она мешает равномерно, ровно ввести по канюлю. При открытом рте такого не происходит. Okay, close your mouth now. Excellent. Good. Нос Немножко чешется. уже осталось. Терпите. Чешется нос. Okay. Терпите. So we've done Не надо this. сейчас чесать. Now I'm going to do this. Okay. Breathe out. Out. Okay. Thank you. Ой, The reason why I come over this side is because I'm right-handed. Would you mind? Thank you. Okay, I'm going to lift the corner of the mouth. The
There's no anesthetic here. Я хочу немножечко приподнять уголок рта. Здесь не стоит сейчас So Luta, анестетика. ouch. Okay, Luta. Okay, Он вам сейчас good. чуть потерпим. Чуть-чуть терпим. Всё. И сейчас еще небольшой вкол, один маленький. One more time. Good. And closure. Все. Можно закрыть. Okay. Good. Let's give it a А wipe. губы онемели. Они мели немножко. Ну, это он с той Верхние, да? стороны вводил, с той стороны немножко мело. Вот доктор такой молодой. Да, как Такой известный. Да, как мальчик. Очень молодой. Okay. Much better. Okay. Ultimate, yeah? Mm-hmm. Довводят препарат Ultimate. Thank you. Okay. Ротик открыть. Okay. Ну вот. Okay, so Luda has always been a challenging one. It's a difficult one. So this is probably as good as I can do for her. Люда как пациент довольно-таки сложная в плане ее анатомических особенностей. Доктор постарался сделать настолько хорошо и настолько красиво, как он только мог. Okay, so what we've done is we've used 0.5 was the cc of ultimate, 0.5 was cc of Мы ultimate. использовали по 0,5, то есть по полшприца препарата Ultimate на каждую сторону 1 ml ultra deep and 1 ml ultra deep. и по 1 мл ультратип. So in 2 to 3 weeks time, it will improve by another 20%, 10 to 20%. And maybe she needs lip correction. Yes, she could, but I'm not sure whether, because she feels a lot of pain, so I'm not sure whether she's a good one for workshop.
So yes, she would be a good candidate for lip correction, but Она хороший кандидат на коррекцию губ, но доктор говорит, что лучше это сделать не сегодня, Yeah. в силу того, что это Yeah. все-таки болезненная процедура, и она уже сегодня у нас open your mouth. натерпелась немножко. So with Luther, as you can see, the white lip has descended past the teeth. Can you see that? You can't see the teeth. И когда мы просим ее открыть рот и смотрим, мы можем заметить, что мы не видим выглядывающих зуб из-под верхней губы. Это говорит о том, что губа немножечко удлинена. Yes, I would do lip enhancement for her, but I'm just not sure she wants to take any more pain. Он бы хотел, конечно, выполнить коррекцию губ ей, но он не очень уверен, что она вытерпит еще боль. Вытерплю, конечно. She's ready. Сижу. Okay, we'll use global action. Конечно, We'll use global action, and then a little bit sensitive, but then it will look nice. Okay. Будем использовать препарат Global Action, будет немножко чувствительно, но хорошо. Чего же я пришла же? Конечно. Here is a little bit appliance. Yes. 1.5 and 1.5. So you can tell. So it's 8.5 each side. А вот так вообще нет ни одной ночи. Is she happy? Вот так нет ни одной. Yeah, she's happy. Два деплайнса, один Ultimate миллилитр и Global. Два ультрадипа, один Ultimate и один Global. So, with Luther, what's important? Он говорит, Do you want her up a little bit? Чуть-чуть поднимет он вас. Okay. What's important is because of her age, we don't want to give her that tilt. Что важно, учитывая ее возраст, мы не хотим ей создать лыжный трамплин на ни в губе. коем случае. Okay? And we want to try to avoid the big sausage as much as possible. И я хочу создать такую большую колбаску, насколько это возможно. So we want to inject 1 millimeter below the vermilion border. Мы вводим препарат на 1 миллиметр ниже. Global Action. Yeah. На 1 миллиметр ниже границы гладкой кожи и красной каймы губ. Okay. Терпите. Is it pure sense or no? And then deep into the orbicularis oris. Препарат вводится глубоко. Достаточно. Okay. And then slightly more superficially along the border, but just 1 millimeter under. Can you see that? И сейчас немного более поверхностно, но также на 1 миллиметр ниже And then deeper. границы. И следующий вкол глубже. То есть он из одного вкола укладывает 3 слоя. Поверхностно, чуть поглубже и еще глубже. Okay, now the vermilion border. Vermilion border, I always go into the border instead of 1 millimeter below. В области арки Купидона он вводит всегда четко по границе. As you can see, because of aging, the filtral column has widened and the vermilion, the cupid's bow has widened as well. Из-за возрастных изменений So, арка Купидона немножко у нее уплощается и расходится из-за того, что колонны фильтрума тоже уплощаются. Is it pure sense? yes. Да, это Global Action Pure Sense лидокаина. Как красиво-то. Хорошо. Меня узнают. Узнает. Okay. Now, what I would like to do with Luda is I would like to roll the side out a little bit more for her to give the illusion that her lip is longer.
her mouth is longer. Что я хочу сделать? Это я хочу создать иллюзию, создать видимость того, что губы у нее немножечко длиннее. Okay, what you can do is you can go in from here vertically like that into the orbicularis and do straight like that. Для этого я ввожу препарат вертикально. Длине губы how deep? Quite deep. Достаточно глубоко. Looks nice. Very nice. Very nice. Смотрите, Good. вон зеркало у вас. Я боюсь еще. Okay. Что видно сразу половинку одной другой. Again, 1 millimeter below the vermilion border, И вновь на 1 миллиметр ниже границы, superficially, поверхностно. and inject just a gentle, very little amount, Совсем небольшое количество препарата. and then deep into the muscle. И глубоко в мышцу. Because if you inject too much product too superficially, the weight will pull the lid down. Потому что если вы введете много препарата поверхностно, то губа, наоборот, под тяжестью и под весом упадет вниз, завернется вниз. Can you see how deep it is? I'm lifting the needle, but it's not quite. You can't see the needle. Достаточно глубоко, но при поднятии иглы вы ее не видите. Но видите ее контур. Will you feel the filter? Yep, if we have any products left. So now we're going to the bottom lip. The bottom lip I always inject into the border. Нижнюю губу всегда корректируют по границе. We've used 0.5 in the top lip. Мы использовали половину шприца, 0,5 мл препарата на верхнюю губу. Ой, Немножечко осталось еще терпеть, чуть-чуть. Извините, он тоже слоями будет, да, в нижний губу? Нет, нет, на один слой будет все. And I always want to roll the front, give it a little bit more volume in the front because that's normal anatomy. What you do is you go into the muscle deep. Сейчас вот глубже. До этого водил более поверхностно, сейчас глубже. Тоже. Тоже будет? А? Лучше же вводить уголки. Да, да. И сейчас вводит вертикально, то есть как бы перпендикулярно самой линии губы, для того, чтобы дать еще небольшой объем, вводит в мышцу. Да, здесь более поверхностно, непосредственно по границе гладкой кожи и красной каймы губ. Немножко вобью. Есть
Теперь более глубоко. Вся в слезах. Вся в слезах. Ну, классно. Ой, мама дорогая. Это просто непривычно. So much pain. Okay, gentle massage, not much, just gentle. Мягкий, аккуратный массаж. Okay. Nice. Isn't that sexy? That's very nice. Very sexy. Russian Меня people не is very узнают. friendly. Меня не узнают. Сейчас немножко отек. Отек чуть-чуть спадет будет. А деда куда? Ну, это чуть-чуть спадет. Чуть-чуть отек. Сейчас уже сразу отек на введении. Чуть он уйдет и будет вообще супер. Да? Губки отекают быстро. Но завтра отгул надо взять. Ну, на работу-то ходим. А So до now we фотографировали? have a little bit of ultra deep left. Секундочку, I'm going посмотрите. to do the Фотографируют. Вон на... I'm going to do the filtral column now. We have a little bit of ultra deep. У нас немножко остался препарат Алтрадип от коррекции нижней Можно части. вот эластоз сравнять немножко. Вот это эластозное давление где есть немножечко. Сейчас прошу. И введем колонну фильтрума. Последнее, самое неприятное. Но Это что? это вот сюда чуть-чуть. Вот сюда чуть-чуть верхнюю губку, чтобы это не падало, не западало. Это последнее, немножко осталось. Я хочу еще вот эти ямки чуть-чуть, чтобы вот видишь, эластозное движение. Ну, не будет такого смещения волнообразного, не Нет, будет нет. лица такого. Сейчас спрошу. Ой, это пищит, мама. Ой, ну такие большие. Нет, Не, нет, это просто отек. это Они кажется, будут у вас по очень ощущениям естественные кажется. вообще. So with a filtral column, I'm going to try to draw everything in a little bit. So I'm going to inject slightly medially. Для коррекции колонн фильтрума он вводит препарат слегка медиальнее, чем их настоящее текущее расположение. То есть мы хотим их немножечко свести поближе. And this is intradermal. Интрадермально. Das ist fantastisch. Ай, момент. Последнее. Хорошая девочка, послушная девочка. Все. Смотри. Great. Осталось второй тоже. Потом можно полюсик бы сюда где-нибудь подкрутишь. Ничего нет, все. She will take that hug back. She will take that kiss back, I think. Earlier she gave me a kiss, Мы and now вернули вам губы назад. okay. На сколько-то лет назад. Ой, Яга. Таня, смеешься, да? Нет, не смеюсь. Он нравится. Ну, сейчас еще все больно. И- Конечно. И, Ну э, да. и, Я, и щас дам онемело я вам все. сейчас дам рекомендации. So let's summarize that for her lip, because her white lip has descended past her teeth, it's very important we don't add any more weight to it, because then it will pull it down. Очень важно в таких ситуациях, когда немножечко удлинена верхняя губа, не утяжелить ее и не сделать еще более длинной. Okay, and the second thing that we have to keep in mind is we want to inject below the vermilion border so she doesn't get the ski jump. И второй важный момент, это мы вводим немножко ниже границы, чтобы не вывернуть губу. Okay,
And that's about it. Это все. Элли зовут Наталья, 35 лет. And she's had some Aptos thread lift done Год назад, a year ago. да, Okay. год назад ставили нитиатез. Yes. I'm going to show you how I take pictures when I'm in my practice. Доктор хочет показать вам, как он делает снимки своих пациентов в своей практике. And usually I have a white background. I have a wall with a white У него background, есть белая стена, and I always take, белый фон, and I always take 5 pictures. и он всегда делает 5 фотографий. Okay. One straight from the front. and Первая a строго little bit, yeah. в анфас, No expression. And лицо one без эмоций. like that. And one like that. Затем один полупрофиль, и затем один почти профиль. И то же самое с другой стороны. Вы из зала больше пока не берите, там магазин уже давно ждут моделей, которые до этого. Я не знаю, мы сами подходит. Я же не спрашиваю скажите, никого. что нет, да. Нам тогда скажите. Так вы других- сами приводите. А Ну то одна да, встает, и я же не знаю, да. кого мне. А я-то не знала, и смотрю, что это они мне говорят. Ко мне кто подошел, тот подошел. Да, Я же вот нет. это надо. Хорошо. Ну, Потом у у нее нас там, у нее быстро они реденсити, губы. We are going to do 2 treatments today. One is Redensity 2, one is lip enhancement. Здесь будет проводиться 2 коррекции. Препаратом Redensity 2 для носослезной борозды и коррекция губ. Now, she's a very good candidate because, as you can see, she's got normal white lips and normal volume red lips. Это замечательный клиент-пациент, который имеет хороший объем красной губы и нормальную длину белой губы. And then, as you can see her teeth, which is why you can see this. И когда вы приоткрываете ее рот, вы как раз видите под верхней губой зубы. But the corner here is descended past the teeth, which is why it's tapered. Но угол рта немножечко завернут внутрь. So it's very difficult to make it like that. Very difficult because there is no teeth here. И у него нет опоры в виде зубов, уголков рта, поэтому достаточно сложно будет здесь что-то увеличить или скорректировать. Больно будет. Я не знаю, как он будет анестезию делать. Но не больнее, чем татуаж, я думаю. И губки не ставили ни разу? Губки ни разу ничего не ставили. Это больновато. Терпеть можно. Он после докаином препараты берет, So поэтому again, we are going to use global action. должно быть терпимо. We're going- Для губ мы используем препарат Global Action. Good. So bevel up. Направление вверх. One millimeter below the vermilion border, superficially, Поверхностно на 1 миллиметр ниже and inject границы. a little bit of product, not too much, as you are withdrawing, И совсем небольшое количество препарата. and into the orbicularis oris to give volume. И в мышцу, чтобы дать объем. Сейчас посмотрю. Да. В первый вкол было 0,1 на оба введения. И поверхностное, и глубокое вместе. Здесь 0,15. А тут какой препарат? Global Pure Sense. Global Action Pure Sense. Now, what I'm going to do slightly differently with Natalie compared to Luda is, because Natalie is younger, we can afford to evert the lip a little bit more. So I'm going to, as in addition, I've done this, I'm going to go here, like that, just about 2 millimeter below the.
Cupid's bow. В отличие от предыдущей нашей модели Людмилы, здесь более молодая пациентка, и чтобы не спровоцировать сильный выворот губы, это будет некрасиво, в области арки Купидона вводит препарат на 2 мм ниже границы. Секси. So for a beautiful girl like Natalie, it's important we concentrate more on contour rather than pure volume, because if it's pure volume, it can make her look cheap. У таких клиентов, как Наталья, мы концентрируемся больше на контуре, а не на объеме, потому что объем, если мы создадим большой выраженный объем, это будет выглядеть дешево, так скажем. На каждый вколот я смотрю по 0,1 миллилитра. Имеется в виду вкол, введение в двух направлениях, поверхностно и глубоко в мышцу. Но осекает мгновенно, поэтому сейчас не пугайтесь. Отек дня 2 будет. Looks good. Yeah. Завтра будет очень большой губы. Послезавтра уже будет все лучше. А потом уже будет не хватать, как обычно. Okay. Camera.
издалека. Я представила пол девушки, вот красотка. Ну, там это отек. Супер. Very natural. Very natural. Yeah. So, what we've done for Ещё Oh, hello. глазки. What we've done for Natalie is Что про глазки тебе сказали? Реденси 2. nice, isn't it? So what we've done for Natalie is I've taken into consideration she's a young girl, she's got beautiful teeth, and the teeth is providing the E version and the anterior projections. So we emphasize a little bit more on contour to give her that beautiful heart-shaped, sexy, very sensuous lips, and then a little bit more volume here, because young girl with a little bit more volume here makes it look very cute and nice. Что мы видим здесь? У нас молодая пациентка с красивыми своими губами, с красивыми зубами, и мы в первую очередь поработали над контуром. Мы сделали ей более сексуальный, более красивый контур и сделали хороший объем нижней губы, что сделало ее очень милой. Okay. And we'll use 0.9. We'll use 0.9 of global action. 0,9 препарата у нас ушло. Okay, now we'll do Redensity 2. Something I would like to point out with Natalie is that smile. Smile. Улыбнитесь. Can you see when she smiles, this is very high, smile big? Сильнее. Yeah, like that. So we want to be very careful because we don't want to put too much product in there, makes it even bigger. Нам нужно быть аккуратными, чтобы не ввести ей слишком много препарата вот в эту область, в силу того, что у нее выраженный есть малярный жир, и при улыбке мы это видим, чтобы не усугубить состояние. Okay. Сейчас уже легче. Сейчас уже конюлька. Иглой, да. Ну, из And упаковки, another да. thing I would point out with Natalie is Реденси 2. Another thing I would point out to Natalie is smile. Can you see when she smiles there is this dent here? Мы просим Наталью улыбнуться, и когда она улыбается, мы видим здесь выраженное западение, выраженную Okay. ямку. And even after Redensity 2, although that will be better, it will always be like that. It's because of her muscle. И даже когда мы произведем коррекцию препаратом Redensity 2, у нее вот это небольшое западение останется, потому что оно сформировано мышцей, круговой мышцей глаза, и его нивелировать практически невозможно. Okay, Redensity 2 is a lot more straightforward and not as painful. Redensity 2 не такой болезненный препарат, и So, вводится он We канюлей. need two entry points. One, like that. Нам нужно два входных отверстия. Одно располагается Second one like that. по проекции на сослезные борозды, и другое вот таким образом, как показал доктор. Okay. Always be very aware of the orbital rim because you don't want to go above it. Всегда будьте крайне осторожны и пальпируйте костный край орбиты, чтобы не уйти выше него. Okay. Вот канюля из. Is the 27 gauge cannula. Канюля 27G. And the needle, The needle is 25? also 27. 27. The reason why I came a little bit further down is because it's easier for me to hear there. Он выбрал другую точку вкола, потому что он говорит, ему удобнее отсюда зайти. Open your eyes. Yep. Глазки открывает. There. Okay. Good moves.
So cannula will tell you if you're hitting the orbicularis or oculi muscle. It's a bit painful, isn't it, if you're hitting the muscle? Канюля подскажет вам, если вы, точнее, пациент подскажет вам, если канюли вы заденете мышцу, круговую мышцу глаза, это будет болезненно. That happens very rarely. Это происходит довольно-таки редко, Okay, but cannula is very safe. но канюля очень безопасна. Okay, so what we're going to do is we're going to go slightly more superficially. We'll change. Oh, sorry. Okay, we'll leave that for now. We'll come to this one here. Доктор пробует еще одну точку. Sometimes when I'm starting the procedure, because I need to know how deep the tissues are, occasionally we hit the muscle and then it's a little bit painful. Обычно, когда он работает, бывают такие ситуации, что с первого вкола не попадает. Он говорит, ну я должен быть уверен, в каком я уровне. Лучше я сделаю другой вкол. One more time. There. As you can see, if you're in the fat, it's not painful. Если... They ask where was the tip of the cannula. Oh, okay. Could Okay. you... It will be. Успели? One more time, Okay. and a little bit slowly. Видно? One more time. Okay. Oh, well done. Well done. Sorry. Расслабьтесь немножечко. There. Okay. Okay, one more time. I think what happened there was I was probably a little bit too deep, but now I have a better feeling of the tissue. Доктор говорит, возможно, причина того, что с первого вкола у него не получилось ввести канюлю, возможно, он был даже слишком глубоко. Сейчас он прочувствовал ткань, понял, где и как ему нужно работать, и все пошло. Не больно? Ну, пациентка говорит, что сейчас не больно было совсем, она не чувствовала. Okay. Is it retrograde? It is what? Retrograde linear or Linear threading. bolus? Linear Да, threading. да, линейная ретроградная. Better? Okay. Показать вам? Давайте Yeah. так в зеркало. Okay, for the camera. Okay. Ну вот когда лево-право, то видно сразу. And we'll use 0.3. 0,3 миллилитра. Okay, and lie down. Another thing I would point out to Natalie is she's got 3 very visible veins. У Натальи мы видим 3 выраженных вены. Okay. In case if she hasn't noticed it before, some people can say, oh, it's the filler that causes the vein, but it's not. И нужно отметить для нее, что она
что она их имеет, чтобы она знала, что они были до того, как вводили филлер. Чтобы после введения филлера она не возмущалась. Да. Нет, он вводит практически по одной линии, просто смотрит по объему, по заполнению. Нет, то есть у него две основные проекции. Вот первая была точка вкола, это проекция самой насослезной борозды, если ее продлить, и вторая у него совершенно горизонтальная линия. Понятно. Нет, он вводит по одному и тому же направлению, да. Не в разные слои? Нет, конечно, это все под мышцей. Ну, по крайней мере, под одним углом, поэтому я думаю, что это все в одном направлении. Okay. Okay. Понимаете? Okay, so just a tiny little bruise at the entry point. Совсем небольшая гематомка вот в этой точке. Светлее даже кожа стала немножко сразу. It's very difficult to say how deep is deep and how superficial is superficial because everyone's tissues is different. The doctors just need to keep practicing until they get an idea how deep is deep. Сложно сказать, насколько глубоко или насколько поверхностно. То есть у врача должна быть какая-то уже определенная практика и опыт, чтобы он мог сказать, насколько он глубоко. То есть это все-таки на уровне ощущений и понимания все-таки. So what I would say to Natalie, if she was my patient, is this side, we had to inject a little bit more product, so she's going to feel a little bit of firmness. Not lumps, but some filler there for 2 weeks. Я хочу сказать Наталье, что с левой стороны было введено немножечко больше препарата, и первые 2 недельки она это будет замечать, она будет это чувствовать. То есть может быть ощущение присутствия препарата в ткани. То есть как небольшой такой комок. Okay. Relax, relax.
Расслабьтесь немножечко. Much better? Намного лучше? Конечно. Вообще. Okay, just a little bit of tiny little bruise, but okay, sorry about the bruise. It doesn't matter. And before you go later, I'll take a picture. Okay, we'll let it settle first. You're welcome. Вот этот замечательный контур. And if we have any product left, say if we have 1 milliliter on one side, I can do here, maybe a little bit here and here for her with either Ultimate or Ultra Deep. I will decide later. Доктор подумает позже, будет работать он препаратом Ultimate или препаратом Ultra Deep, но он хочет ввести по 1 мл на каждую сторону, и если останется препарат, то докорректировать носогубные складочки. Okay. Yes. Okay. So another thing to point out is Olga's nasolabial fold is slightly more severe on this side than the other side. Еще один момент, который стоит отметить, то что с одной стороны у нее более выраженная депрессия, чем с другой. So I'll try to make it balanced, but sometimes it's impossible. Доктор постарается сохранить, соблюсти баланс, ну, насколько это будет возможно. То есть сбалансировать эти части, левую и правую. Какую сторону? Да, конечно. Okay. Да, я представляю. So I've decided to use Ultra Deep. Доктор решил использовать Ultra Deep все-таки. What is the reason? Because it's slightly stiffer, I can give it a little bit more definition here. Потому что он менее плотный, он хочет сделать более определенный контур. Только я Okay. Не про него, правда, как, но сейчас выясним. The deciding factor for the entry point here is the length of the cannula. I'm using a 25 gauge cannula. Канюля 25G. Okay, so if you have the hole too far out, your cannula is not У нее long. не очень большая длина, поэтому если точка вкола будет выше, то этой длины будет недостаточно для хорошего правильного введения препарата. Я смотрю. Ultra-Deep он взял. Нет, Ultra-Deep-то нет. Вот это, скорее всего, да. Yes. This is in the superficial fat compartment. So it's subdermal in the superficial fat compartment. Канюля у нас находится в поверхностном жировом компартменте, то есть это субдермальное введение. And the tip of the cannula is between these two lines because that's where I want to put my first И bolus. кончик канюли у нас как раз располагается между двумя линиями, Okay, so так как он хочет дать самый максимальный объем вот в эту зону. then I inject about 0.1 and then I withdraw a little bit and then 0.05, withdraw a little bit, 0.05, withdraw a little bit, 0.05.
Он вводит 0,1 миллилитра, затем слегка выходит 0,05, еще 0,05 и еще 0,05, то есть 4 болюса. There is no fixed amount of how much you inject because it all depends what sort of look you're trying to create. Естественно, это не фиксированные значения, которые стоит вводить. Вы творите сами. And now we want to inject along the infraorbital floor. И сейчас движение вдоль параллельно инфраорбитальной борозде. As you can see, I'm being very careful because Здесь он продвигается очень аккуратно. and cannula will tell me if I'm in the right plane. И свободный легкий ход канюли покажет ему, что он в нужном слое, в нужном направлении. Okay, now coming to here. Okay, and ouch. Good. Good. Point 5. Then we draw a little bit 0.5. В первый болюс 0,5 и затем еще 2 болюса по 0,05. And then go in one more time, but this time medially. И еще один проход канюли, только в этот раз немного более медиально. As you can see, I'm encountering resistance, and now, so if you're in the right plane, cannula will tell you. So that's again another 0.5 and 0.5 and a linear threading out. То же самое, несколько болюсов по 0,05. Okay, and now Why not ultimate? because I thought about maybe 0.5 ultra deep, 0.5 ultra deep, and then 0.5 ultimate here, 0.5, but it's quite similar, to be honest, both of them. And I just thought it's slightly easier for me to use ultra deep, and ultra deep. It's very similar. But predominantly it's the cheek, the definition that I want. So ultra deep will give me that definition. Does that make sense? So my priority is the cheeks. So I want the definition in the cheeks, so ultra deep is definite for the cheeks. But for this, it can be ultra deep or ultimate. It doesn't really matter. Поняла? Okay. So I'm just going to inject a little bit more product here. Good. Я спросила еще раз, почему не Ultimate, а Ultra Deep, но доктор говорит, что по его предпочтениям здесь подходит больше препарат Ultra Deep за счет большей вязкости, и он хочет сформировать красивую выраженную щеку. А в области носогубных складок, он сказал, в принципе, без разницы, можно использовать и Ultimate, и Ultra Deep, они здесь дадут одинаковый эффект, одинаковый результат, но он уже начал работать Ultra Deep, поэтому Ultra Deep. I'm going to lift the corner of the mouth. We've used so far 0.5 of ultra deep. 0,5 шприца у нас ушло. So I'm going to lift the corner of the mouth. Okay, open your mouth. Good. And keep it there for me for now. Okay, and ouch. Close your mouth. Закрывайте. Very nice. Okay. Поднимайте. Okay.
would make more round shape cheek. Yeah. I agree. Я говорю доктору, что я бы сделала немножко более округлую щечку. Он согласен. Superficial, yeah. Поверхностно веерной техникой. But still Линейно-ретроградной. subdermal. Ну, субдермально, конечно, да, поверхностно. Okay. Okay. Right down for me. I'm trying to go a little bit more superficially, which is why there is a little bit of tugging. Доктор старается идти немного более поверхностно, и поэтому приходится небольшие проталкивающие движения совершать. You can do a little bit of lips as well. Okay. Он сказал, что немножко он бы еще скорректировал верхнюю губу. Вы тоже. Нет? Okay. We can come and fix it, make it a little bit rounder later. We'll do the other side. Два шприца.
We don't want to feel too much on this side because this side is always more severe. Мы не хотим ввести слишком много препарата слева, потому что у нас правая сторона нуждалась в большем объеме. Okay, now this one here, open your mouth and touch. Good, and keep it there for me for now. I use a 30 gauge needle here, so it's too fine for ultra deep. This is it's supposed to be 27 gauge, but this is 30. Доктор использует иглу 30G. Which is why there's so much pressure and it burst. Она подходит как раз для вязкости препарата и для толщины шприца. This is deep into the deep fat compartment. Глубоко в глубоком жировом компартменте. As you can see, it's very deep. И декоррекция с правой стороны тоже очень глубоко. Some blood there. Hmm? Some blood on the other side. Ah, sorry. Ah, sorry. Рано. Боевая. Okay, let's have a look. Okay. Look pretty good. Okay, we just need a little bit more here. Gentle smile. Okay. Lie down for me now. Небольшая симметрия, немного более выражена носогубная складка справа, и доктор говорит, немножко докорректировать нужно. Он делает небольшие болюсы на ретроградном ходе канюли. И теперь более поверхностно, линейно, ретроградно. Okay, thank you. Okay. Great. Well done. Let's have a look.
Чуть-чуть. Чего-нибудь с So we got губами он lips. хочет You сделать. want lips? Yes. Oh, oh, okay. I want all. Okay. Okay. We are going to do lips on Olga, but because Olga looks really classy, she's a very classy looking woman, we want to give her just a little bit of contour to make it even more classy. Okay. Мы проведем еще небольшую коррекцию губ у Ольги. У нее такая классическая форма губ, и мы здесь слегка лишь подкорректируем верхний контур. Okay. Okay. Global option. Global Pure Sense. Pure sense. Препарат Global Action Pure Sense. We don't want to give her too much volume, which is Анестезию why хорошо we показать. Девочки просят, чтобы Оля показывала. Я слышу, с кого? Хотелось бы, конечно, кому-то. Как он губы? Да, Что, анестезию анестезию? делает. You promised to show anesthesia on lips. Oh, okay. Do we have any more models? У нас еще будут модели на губы? Модели еще будут на губы? No, No? no. It's the last lips. Do you want? No? Okay. Жень, Uh, вот эту часть. Sure. I'll show you how to do it. А мне что, не надо делать анестезию? На Сейчас губы? узнаем. Кирен. Кирен. This model, this model wants to This one? lip correction too. Okay. Does she want? We can show anesthetics on her later. Mhm. Все нам показывают нижнюю треть лица. Еще раз, хорошо. Да. Вы губки хотите тоже? Нет, не только. Нет, ну и все остальное. На губы тоже, да? Ну, лучше вот ту часть нам показать. Нет, если на губы согласны, то он вам на вас как раз покажет анестезию. Да. Окей. So it's no Okay. pink. Okay. Yeah. Tell Скажите, the да, tell the Жень? Да, audience. скажу, конечно, обязательно. Tell the audience Если we'll do следующий возьмет, anesthetics то on мы her. вот сама как модель подготовили. Я сама пойду хотя бы. Could you tell the audience we'll do anesthetics on her later? Анестезию на губах покажет на следующей модели доктор. На мне. Okay. I don't need anesthesia. Это с лидокаином же препарат. A little bit painful. Okay. Ready? Yeah. With Olga, I've gone down 2 millimeters instead of 1 millimeter below the vermilion border. Доктор вводит иголочку не на 1 миллиметр ниже, а на 2 миллиметра. What is the reason for this? Because I don't want to take away that classy look in her lips and her face. I just want a little bit more contour, and if we go 1 millimeter, it's not a bad idea, but you will see later, coming down 2 millimeter for her age, 49, and this look will look better. Доктор говорит, что они очень классические формы лица, очень классическая форма губ, и он не хочет ее даже менять и портить, вот поэтому он не хочет губу увеличивать сильно ее контур, он хочет только его подкорректировать. Он сказал, что мы увидим позже, почему он так делает.
5 минут перерыв сейчас. 5 минут? Угу. Проветрите это так, чуть-чуть размяться. Угу. Угу. Okay, so the reason why I went down 2mm is because she already has beautiful contour to begin with and this classy look. So we don't want to make the contour any different, but we just want to enhance the contour a little bit for her. So I went down 2mm. Мы не хотели изменить контур как-либо, то есть мы не хотели его изменить, мы хотели лишь его усилить. Thank you. What do you think? Okay. Что вы думаете? Excellent. Okay. Спасибо. Может, немножко побитая по времени. Всё? Oh, just fix a little bit here. Хорошо? Угу.
Okay. Здесь несколько легких пилингов молочных сделала и одну процедуру Нет, мезотерапии, дермореструктуризанта. Все, больше ничего, Гиалуронов ни ничего. гиалуронок, ни ниток, No ничего fillers, нету. no fillers, only Здесь peelings какой-то and... филлер был, видимо, но давно уже. Это не моя работа. No Okay. fillers, only peelings and Sure. viral... Sure. So, yep, microphone. This is Olga, Это Ольга, and she's 51 years ей old. 51 год. And as you can see, Olga wants lip enhancement. И как мы видим, мы знаем, Ольга хочет коррекцию губ. Yep, just by the way she paints, she paints her lipsticks, I can tell that Olga desires fuller lips because her lipstick has crossed the line, crossed the border. Because she wants, you know, her lipstick has crossed the border, so she wants bigger Мы lips. видим, что у нее губная помада немножечко чуть выходит за границу губ. И мы понимаем, что она хочет более полные губы. Okay, relax your mouth. Good. However, the challenge with Olga, open your mouth a bit more. A bit more. Это тоже делаю. So, open your mouth a bit more. Like Немножко that. откройте Like посильнее that. рот. Yeah. The challenge with Olga is the white lip is quite long, and then there is no teeth. Can you see? Can't see the teeth. Белая губа достаточно длинная, мы не видим зубов. Okay. So, which is why it's a little bit challenging with her, but what we will do is we'll try to again give her a little. I want to give her the illusion. At the moment, her mouth is quite short. I want to give her the illusion that her mouth is longer. Доктор хочет создать иллюзию, что ее губы более длинные, потому что они сейчас короткие. Okay. By rolling out the corner of the mouth, so that gives the illusion that the mouth is a bit longer. Путем создания такого ролика, валика в контуре губы. Okay. Her face and her age being 51, we must not give her volume. В ее возрасте нам не нужно давать ей большой объем. Okay, because if we give her too much volume, is too plump, it will not be appropriate for her age. И если мы сделаем ей очень выраженный объем, это будет не совпадать с ее возрастом. So it's all about contour and a little bit of volume. И поэтому в первую очередь контур, и затем слегка, совсем немножко объема. I'm going to numb her face with lidocaine 2% with adrenaline. Numb her mouth, yeah. Мы поставим анестезию препаратом лидокаина с адреналином. I'm going to use local infiltration. She will get 4 very fine injections from inside. 1, 2, 3, 4. И выполним 5 инъекций. 4 инъекции. And then 1, 2, 3, 4. 4 на верхней губе и 4 на нижней губе. Immediately after the local anesthetic, Olga is going to feel swelling. Although even before I start the procedure, the anesthetic will make it feel Сразу swelling. после введения анестетика будет небольшой отек. And that will last 3 hours. И он будет порядка 3 часов. Okay, and as a doctor, as a clinician, we want to bear in mind that the anesthetic will also make the lips look a little bit more swollen, just a little bit, not much. И также анестетик немножко нам испортит картину, губы будут выглядеть чуть более отекшими. Okay, so are you allergic to any anesthetics? Лидокаин переносите нормально? Okay. А вы же объем хотели тоже, нет? Да, вот And это. she wants Nasal needle. this Oh, and okay. this. А вот это. Okay, right. Relax. Yeah. So I think she doesn't need a lot of product. We can try with just a 0.5 of Ultimate here. We can start with that. Также пациентка хочет восстановить объем в области щек, но доктор говорит, что здесь не нужно большого количества препарата, здесь будет достаточно по 0,5 Ultimate на каждую сторону. А подбородок вот это тоже? And this defect? Okay, the jowl you mean? Yeah, I can demonstrate how to do that. И он продемонстрирует, как заполнить недостаток, дефект на мантибулярной линии. Поднимайтесь. One thing I would point out to Olga is, can you see she's got this little ridge here?
Мы увидим, что у Ольги в области Okay. инфраорбитальной области It's есть more severe on this side than the other side. so- небольшой мешок грыжевой, который более выражен слева, чем справа. Можно я себе стульчик возьму? Буду ненадолго присаживаться. Что 3 часа уже стоит ножка на столе. Maybe come closer. Окей. Можешь подержать? Да нет, нормально. Thank you. So this is TLCL Ultimate Препарат TLCL Ultimate with 0.5 with a 25 gauge cannula. и 25G канюля. We don't need to go deep. We can go into the superficial fat compartment because she's got very good support. She's not drooping too much. So we are not worried about the weight of the filler pulling things down. Мы идем не слишком глубоко, мы как раз наоборот работаем здесь в более поверхностном жировом компартменте. У нее нет склонности к сильной миграции тканей, поэтому работаем более поверхностно. То есть мы в поверхностном жировом компартменте. So it's basically it's just 0.02, 0.02, not 0.05. That might be too much. So it's just 0.02, 0.02, 0.02. В каждый вкол 0,02 мл препарата. 0,05, он говорит, это может быть достаточно много. So there is no fixed amount that we would use. It just have to be by experience and of knowing the product and how much 0.2 will give you. And once you know, then you can plan. Количество вводимого препарата, естественно, к вам приходит с опытом и со временем, и оно не нормировано. And again, the choice of entry point is guided by the length of the cannula, which means, see, originally I had planned the entry point here, but it's too far, as you can see. Расположение точки вкола у нас здесь обусловлено длиной канюли. Как правило, он заходит более латерально, но за счет того, что канюля тоненькая, он идет ближе, So now I come более closer. медиально. Okay. This, you want to go deep, you want to go under the orbicularis oculi, so regardless, when it's infraorbital flow, it has to be deep. Здесь довольно глубокое введение, мы должны быть под круговой мышцей глаза. This is again subdermally. Теперь снова субдермально. What's amount? Linear threading, retrograde, about 0.2 in total, like that. Can you see that?
Введение линейное ретроградное в общей сумме 0,2 препарата. То есть он ориентируется по объему, по заполнению. We've used a total of 0.3. В общей сложности у нас ушло 0,3 препарата. Okay, let's have a look. Where do you think I should do more? I think that's pretty I good for think now. it's enough for this side. Что хочу лично от себя отметить, что вижу вот близко, This is much что на better. самом деле более ровная сразу же текстура, более ровный рельеф кожи, щечка лучше отражает свет, то есть меньше западений, меньше теней. Okay, I'll do the other side and we Естественно, can сразу come back более and fix молодой it. выглядит. Okay, I'll do the other side now with whatever leftover product we can then fix it. We can refine the results. Сейчас перейдем к другой стороне, и потом где-то, если нужно будет, то выполним декоррекцию. Okay. Thank you. Несколько небольших борезов было выполнено. So again, deep we are still within the superficial fat compartment, but deeper first, and then went on top, sandwiching. Мы опять были в поверхностном жировом компартменте, но двумя уровнями. То есть один уровень более высоко, другой более низко. Техника сэндвич.
linear threading, retrograde. Введение линейно-ретроградное. A little bit more superficially. Немного более поверхностно. Мы Almost- опять вернулись на правую сторону Almost лица. intradermal, as you can see. It's Мгм. Почти внутридермально. То есть совсем поверхностно под дермой. open your eyes. Глазки откройте. Okay. Better? Much more better. Что Gentle. думаете, коллеги? So that's 0.9 total, 0.9 of ultimate. 0,9 препарата у нас получилось вместе. So what we've done for her is we've filled the mid-cheek groove, Мы нивелировали среднещечную борозду, мы вообще ее убрали полностью. slight softening of the nasolabial folds, Немножечко смягчили носогубные складки and then just giving the jawline a little bit of support and rigidity. и сделали линию нижней челюсти более гладкой. Okay. And then now we're going to do her lips. Теперь приступим к губам. Okay, so this is a 33 gauge needle. Игла 23G. How can you explain these points? So this is posterior sulcus. We inject, this is local infiltration. We rely on the anesthetic going into the lips to give you the anesthesia. But obviously we don't want to inject anesthetic straight into the lips because then that will distort the lips, it will swell it too much. So we inject anesthetic about 1 centimeter, 1.5 centimeter away from the lip and into the posterior sulcus there, and the anesthetic will then numb some of the branches of the nerve coming into the lips. Я спросила, как он определяет эти точки, какое-то есть у них конкретное расположение. Он говорит, нет, на самом деле, если мы будем анестезировать непосредственно по контуру, мы получим очень выраженный отек, нам это не нужно. Мы хотим получить анестезию всей кожи верхней губы. И на расстоянии 1-1,5 сантиметра от контура губы у нас получаются такие болюсы. Он делает 4 болюса. What I normally do is I Со inject стороны слизистой оболочки. just a little bit 4 times, and then when it's starting to numb, I will come back and inject more.
И когда начнет губа неметь, он начнет вводить препарат. What is amount? Yep, just 0.4. Каждый вкол 0,5. This is 2% lidocaine with adrenaline. 2% лидокаин у него с небольшим содержанием адреналина. It's 8 points, not Yes. 4. 4 in the top, 4 in the bottom. Uh-huh. It's the same point. So 4 in the top. Now, the reason I'm doing this is, have you ever wondered why when you go to your dentist, when your dentist is doing the infiltration of anesthetic, it's painful? Infiltration of anesthetic is painful because of stretching of the mucosa. So if you were to put 0.4 in one point, you're going to stretch mucosa. It's going to be painful for the patient. But if you do just a tiny little bit, then you let it numb, then you come back and you do 0.4, patient won't feel that. Значит, он, смотрите, первый раз он вводит по 0,1 во все эти вколы, то есть 4 вкола. Он говорит, почему, когда люди приходят к стоматологу, им проводят такую анестезию, это очень больно. Потому что стоматологи не соблюдают такого правила. Он делает по-другому. Он сначала обезболивает точки вкола, то есть болезненность за счет распирания слизистой оболочки. Он сначала обезболивает места вкола по 0,1, и потом повторно в эти же точки вводит еще по 0,4. Поэтому он в 2 прохода прошел по верхней губе. И не больно. Не больно. То есть вторые уже вколы не больно. И первое не очень. Ну, пациентка говорит, что первые уколы практически не больно, а вторые она даже не чувствовала. Пока не знаю. Он что-то взял разве? Нет еще. Ничего не брали. Не, ничего не было еще. И то же самое с нижней губой. То же самое повторяет на нижней губе. This takes time, but it's more comfortable for the patients. Это, конечно, занимает определенное время, но это намного комфортнее для пациента. So in my day-to-day practice, I always numb my patient. Always. Он говорит, что в своей практике он всегда пользуется таким способом. Имеется в виду, если вообще проводит анестезию. Онемело все. Numb. How many more patients do I have? How many more models? Finish? Сейчас узнаю, сейчас узнаю. Ласка. Сколько у нас моделей еще, не знаете? Он спрашивает, сколько моделей еще? Сейчас. Сколько моделей еще? Уже устали? Ну, он спрашивает. Но мы хотим, вот девочка у нас есть из моделей, и вон там девочка сидит.
модели. Еще вот Ирина еще есть, Сафонова. Сколько? 3? 3-4 модели. 4 models. So as you can see, there is not much distortion of the lips. There is a little bit, but not much. Мгм. И как вы видите, нет такого выраженного изменения губ, совсем незначительно, но не выраженное. Okay. This one here. Okay. Because of the loss of control of the muscle, this one flops like that. So always tell the patient when the patient sits up, she's going to say, "Oh, this is too big," but it's not. It's because there is no muscle tone and it flops like that. It's not because it's too big. Does that make sense? Because in 3 hours' time, it's going to go back. So sometimes after the treatment, you sit the patient up. Patient is like, "Oh, this is too big, but it's not because it's too big. It's because of the Вы видите, anesthetic." что немножко нижняя губа увеличена, это за счет того, что мышца тоже слегка расслабилась, и пациенты иногда после процедур говорят: "О, губа такая большая", но через 3 часа это полностью пройдет. То есть мы видим, что она уже, да, сейчас слегка увеличена, Yeah, and also at the moment слегка пролоббирует вперед. it doesn't look even. Can you see one side bigger than the other? But so, as a clinician, as a doctor, hopefully you will have enough experience to be able to predict the result. И при введении анестетика бывает иногда такое, что незначительная асимметрия появляется, но вы же знаете, какой была пациентка до анестезии, и ваш опыт поможет вам предсказать это, чтобы не корректировать потом асимметрию, вызванную анестетиком. So again, we are using global action. Мы используем Global Action. One millimeter. Mm. Yeah. На 1 миллиметр ниже границы. То есть здесь он тоже делает 3 слоя, 3 уровня. Более поверхностный, затем глубже и затем совсем глубоко это в мышцу. Не больно? Совсем? Пациентка говорит, что совсем не больно. Thank you.
As you can see, it's very comfortable. She can't feel anything. Как мы видим, она очень спокойна и комфортна. You okay? Да, я знаю. Подкачала? Мы по-своему подкачиваемся. Okay, and in 3 hours' time, in 3 hours' Я time, просто не чувствую пока. Понятно. so it's a little bit swollen because of the anesthetic as well. So in 3 hours' time, you will reduce by about 10%. Достаточно выраженный отек, но это, конечно, из анестезии. Через 3 часа все спадет. Это сейчас кушать пока неудобно. This is Irina. She's Пациент, 54. пациентку нашу Пациентку нашу зовут Ирина, ей в 54 года.
Yes, as you can see, Irina has lost a lot of volume in the face. И как мы видим, у Ирины значительно выраженная потеря объема. Okay, she is a very good candidate for contouring and volumizing, but she's going to need a little bit more volume. Она очень хороший показательный кандидат для волюмизации и контурирования лица, и при хорошем объеме у нее будут очень хорошие результаты. Okay, so what I would normally say to a patient like Irina is she's likely going to need a little bit more volume the first time, and then if she keeps it to every 18 months, she will need half the amount. И вот у таких пациентов я, как правило, при первой встрече, при первой процедуре говорю, что им нужен хороший объем, выраженный объем, но когда она придет ко мне через 18 месяцев, ей уже нужна будет декоррекция всего лишь половинным объемом. Now, what we are going to do is we are going to concentrate on lifting the middle part of the face and then lifting all of that for her. И я хочу сконцентрироваться на лифтинге средней части лица. As you can see, this side is worse than the other side. This one here, worse than this side. Как вы видите, депрессия на разных сторонах выражена по-разному. Справа больше, чем слева. Okay, it's very difficult to make it the same. Это достаточно сложно сделать их одинаковыми. So even after the treatment, this side will always look more severe. И даже после лечения правая сторона будет выглядеть немного более опущенной, чем левая. But I should be able to make her look maybe 8 years younger. Но он обещает вам как минимум 8 лет. Минус. Okay, so skin marker here. Извините, продолжайте. So as a clinician offering deep facial volumizing and contouring, a clinician should be able to visualize and imagine the result even before you start. И хороший клиницист, хороший косметолог должен видеть, что у него получится даже до того, как он начал. So in my practice, I actually don't need to draw this many line because I can really see the result. И, конечно, в обычной своей практике я не нуждаюсь в том, чтобы делать какую-либо маркировку. Я это вижу и представляю в своей голове. Okay. So with Irina, as you can see, she has a lot of weight here. So if you inject superficially into just the superficial fat compartment without the base, without the foundation in a deep fat compartment, the weight of the filler is going to pull things down even more. Мы видим, что у Ирины очень подвижные ткани. Если мы введем здесь препарат только поверхностно, то он у нас спустится вниз и потянет за собой кожу. Если введем дополнительно фундамент в виде глубокого введения, то у нас этого не произойдет. Видите, какая подвижность поверхностного жира. Okay, which is why she's going to need a little bit more product. И поэтому она требует введения большего количества препарата. So I'll try to use 1 cc of Ultimate on each side, but I might have to use 1.5 cc on each side. Я использую по 1 миллилитру препарата Ultimate на каждую сторону, но я бы даже взял бы по 1,5. Ну, сейчас как посмотрим. So again, the deciding factor for the entry point is the length of the cannula. И опять же, решающий фактор для выбора точки вкола является длина самой канюли. Very Глубоко, очень глубоко. So I inject 0.05
and then 0.05, and then maybe 0.02. 0,5, 0,05, Okay. 0,05 и 0,02 в конце. Поднимай. Ultimate 1 миллилитр. Мгм. Его нет персенс, просто обычно. Или So as подожди, you не can знаю. see, right, Значит, да, значит, да, персенс, значит, миллилитр, который. Угу. И второй будет такой же. Угу. Угу. Да, по миллилитру. Ты ничего страшного. and then I've just gone into superficially И затем я иду более поверхностно, into the superficial fat в compartment, поверхностный жировой компартмент. and then I've just injected just a fine linear thread, a total of maybe 0.02. И я ввожу немного препарата линейно-ретроградно, где-то примерно 0,02. And then feel for the orbital floor. И немного в инфраорбитальной области. Deep again, Снова глубоко. maybe about 0.02, and then 0.02. Два болюса по 0,02. Infraorbital floor, В инфраорбитальной области. deep, and then linear Глубоко. thread, maybe 0.01 in total. И выводит ретроградную линию 0,02. То есть здесь еще и коррекция насослезной борозды. This is subdermal. Субдермально. Здесь веерная техника была линейное ретроградное введение. And then I will go subdermal superficially into the fat compartment here. И также веер поверхностный, в поверхностном жире. And I can do a Соскобой. little bit of linear thread. Then I change it to a 27 gauge needle. I'm Он going to- поменял на иголку 27G. Good. A bit more. Чуть-чуть больше рот откройте. Good. Mhm. So we've used how much? Мы использовали 0,6 препарата. Okay, I'm going to sit her forward and let's have a look, and then we can do some touch-up shortly. Мы сейчас поработаем другой стороной и затем, если нужно будет, то доделаем. Поднимайтесь.
This is much better. Okay, she just needs a little bit more volume Yeah, here. more volume here. And maybe in this point, some bolus. Okay. Подняли пациентку, посмотрели и сразу же решили докорректировать эту сторону. Необходим небольшой объем еще в области носослезной борозды и среднещечной. It's much better. Much better? Okay. I will leave that for now to settle. We'll do the other side and then we can come back. Мы сейчас корректируем другую сторону и потом вернемся. But this is much improved. Better here? Okay. As you can see, you're likely going to have two puncture sites like that here. Как вы видите, я произвожу ставлю две точки вкола. Just one is unlikely going to do the tricks, so we might have to do two. Очень выраженное западение в щеки, и мне нужны две точки, чтобы проработать ее с разных позиций. Thank you. So we go deep first. Сначала мы идем глубоко. Or we use only 0.8 on that side. На другой стороне мы использовали 0,9 миллилитра. So we didn't give Irina any anesthetics at all, and as you can see, it's not uncomfortable. Мы не использовали у Ирины никаких анестетиков, и мы видим, что она чувствует себя вполне комфортно. И она говорит, что да. Несколько болюсов глубоко.
So deep again. Мы вновь уходим глубоко. И несколько болесов. And then Затем более superficially. поверхностно, линейно-ретроградно. В виде веера. In 2 to 3 weeks' time, all these subdermal ultimate will attract so much hydration. Her skin is going to look plump and smooth. Через 2-3 недели весь этот препарат, ну, так скажем, натянет на себя большое количество воды, и кожа будет выглядеть намного ровнее и более гладкой. Looking better? Improving? Улучшается. Окей.
we use 0.8 here and 0.8 here. По 0,8 на каждую сторону. What we're doing is we are just lifting this, aren't we? What would you like to do? Что вы хотели бы? Вот, да, Yeah. поднять вот как бы эта сторона больше, это чуть меньше. Yes, we'll try a little bit of ultra deep. I think. The right side is more and the left side is Yeah. less. We'll try a She little bit said. a little bit of ultra deep. But the problem with Elena is smile. Smile. Улыбнитесь, улыбнитесь. Can you see when she smiles, this is pushing up very high. Smile. Smile. Еще раз. Can you see? Сильнее улыбайтесь. Can you see that? So I'm just worried that we cannot make it too much. Okay, so Да, здесь у нее как бы хорошо есть, да, но я, может быть, и вот сюда чуть-чуть для того, чтобы... Он говорит, наоборот, не нужно, потому что если это поднять, улыбнитесь еще раз. Ну-ка, улыбайся. Что нельзя сильно много, потому что иначе Да, много поднимется и нельзя, будет, по да. чуть-чуть. Я думала, может, вот эту вот большую часть усилить ей. okay. А ну, у нее и так поднимется, у нее здесь вот, если So, будет самый более, у нее как раз. How old is she? А сколько лет? 43. 43. Okay, so Elena is a 43-year-old woman, and we're going to Элина, ей 43 года. do a little bit of lift and a little bit of definition in the cheeks. We're going to do a little bit of definition in the cheeks. Она хочет немножко более выраженный объем в области щек. Yes, but the small concern I have is smile. Bigger smile. Улыбнитесь. Но есть один момент, который я отметил. Bigger, Улыбайтесь. bigger. Просто улыбайтесь, держите. Oh, as in smile, open your mouth. Yeah. This one is pushing up very high. Вы видите, что здесь ткани поднимаются достаточно высоко. There is a risk that if we put too much volume here, И есть риск, если мы введем слишком много объема сюда, smile Улыбайтесь. is going to do that. то получится вот таким образом. Okay. So whilst it's important, a patient wants something, we always have to explain to the patient sometimes it's not a good И idea. важно сказать пациенту, когда он хочет что-то, объяснить ему, что не всегда это возможно. Okay. Ну, Okay. просто вот этот вот объем вот сюда, что правильно? Что Нет, он сделает. Просто сюда вам не надо большой Ну, не, объем, он не, для этого и я понимаю, объясняет. Мгм. We'll do ultra deep. Маринованный. Они просто голодные. Не, мне ножки устали. Я единственное, что устала ноги стоять. Я не знаю, как он стоит до сих пор. Но он ходит больше. Тапки надо. Да зачем? Нет, просто неудобно. We'll try ultra deep, 0.5 of nail on one side and 0.5 on the other side. Мы ведем ультрадип по миллилитра на каждую сторону. Алрадип. Наверное, не знаю, что посмотрим. Ну да, скорее всего. Я не обращаю внимания, когда он говорит флюоресценс, когда нет. Это глобал. А есть еще ультрадипт? Genia. Another thing I would like to point out is Другой момент, который я хочу отметить. gentle smile. Can you see when she smiles, one side goes up much higher than the other? Вы видите, когда она улыбается, у нее одна щека немного более выражена, чем другая. This needs to be pointed out to patients because you don't want her coming back И нужно отметить это для самого пациента, чтобы он 2 weeks знал об этом. time Да. and say you caused it. The doctor caused Чтобы он не it. сказал через 2 недели, что это сотворил доктор. Okay, right. Нет? Есть? Relax. Good, thank you. Так они сейчас одинаково сделают, что ли? Не знаю, вот знаю. Нет, потому что просто потом, ну, в любом случае асимметрия небольшая есть, и она и останется.
можете ее сильно не скорректировать, это мышечный самопласт. Он и говорит, что потом не подумали, что это несимметричное введение. То есть это было изначально, да, что это не врач вам асимметрию добавил. Сильно нет, это анатомическая особенность. Ну, это, смотрите, это либо более выраженный мышечный каркас здесь, либо более выраженный. Если это более выраженные ткани, сами массив, тогда, в принципе, да. Если это более, ну, это, скорее всего, за счет мышцы. То есть мышца, с одной стороны, более подвижна, чем с другой. We will go into the superficial fat compartment, but in the deep side of superficial fat compartment. Мы будем работать в поверхностном жировом компартменте, но в его самой глубокой части. Okay. As you can see, if you're in the fat compartment, the cannula just glides. It moves very smoothly. Если мы в поверхностном жировом компартменте, у нас канюля идет очень гладко, как бы скользит. Okay. That's point 1, and then we draw a little bit 0.05. We draw a little bit 0.05. 3 болюса 0,1 и по 0,5 еще 2 болюса. So we've used so far 0.7, 0.3 so far. И чуть более поверхностно 0,3. And let's sit her forward and let's have a look. Поднимайте. You okay? And down again for me. Хорошо себя чувствуете? Что-то побледнели. What's wrong? Everything's okay. Okay. Subtle. Small result. Is it all right? Okay. So we'll go to the other side and then we can come back. Мы идем в другую сторону и затем вернемся сюда. Конечно, джавелометрику. Нужно идти уже глубоко, потому что нам нужно попасть под круговую мышцу глаза.
Oh, Because, this, like because this. they... Мгм. Видно? Видно? А можно вести дальше Ultimate? Ближе к углу глаза? Is it possible to... is it possible to inject Ultimate more closer to the eye? You can, but you need to be very careful because you've got the lacrimal duct. You don't want the pressure of the Ultimate sitting on the lacrimal duct and blocking. Можно, но будьте очень аккуратны, потому что вы можете сдавить слезный канал, да, слезную железку. And Redensity too? And Yes, Redensity too? Redensity 2 you can as well. Да, Redensity 2 тоже можно. But again, you want to keep it very low, very deep under the orbicularis oculima, so otherwise the product will migrate down. Да, ну, естественно, под круговую мышцу глаза достаточно глубоко, но можно даже подходить ближе к спинке носа. Can you see how deep it is? You can't see the tip because it's very deep. Вы не можете видеть сейчас конец канюли, потому что она очень глубоко. Bearing in mind, Ultimate and Ultra Deep are very hydrophilic. So whenever you put filler, Ultimate or Ultra Deep near the eye, it's got to be very little amount because it swells. Но так как препараты Ultimate и Ultra Deep очень гидрофильные, то когда вы вводите их близко совсем к глазу, то можно вводить лишь совсем небольшое количество, чтобы избежать большого отека выраженного. So I will always say to patient, whilst they will see improvement with Ultimate. Этаж, я бы этого не переводила, но инфраорбитальная зона. Знаете, на самом деле на камере совсем не так выглядит, как вживую. Вживую прям хорошая выраженная коррекция, на камере меньше. Ну, видимо, за счет света. Okay, we'll go to the other side and we'll come back. Let it set. Переходим на другую сторону, затем вернемся к этой. And I've used 0.5. Мы использовали 0,5. And is it painful? Болезнь? Немножко. Little bit. 0 to 10? How much? От 0 до 10.
When you're more experienced, you can go superficial. Когда вы более опытные, вы можете даже идти немножко поверхностнее. But you need to be able to control the plunger very well so you don't give lumps. Но вы должны контролировать очень хорошо давление на поршень шприца, чтобы не дать комочков. You see how superficial. Вы видите, как поверхностно. Okay, we've injected 0.5 on each side. Мы инициировали по 0,5 на каждую сторону. Although there is still quite a lot we can do, but I would like to let it improve because it will improve by another 10-20%. На данный период времени это максимальное количество препаратов, которые можно ввести. Он говорит, что он бы улучшил состояние этой области еще. Like in my presentation, 90% of my patients do not need touch-up, but Natalie is the 10% that needs touch-up. Наталья как раз относится к тем 10% его пациентов, которые требуют докоррекции через определенное время. Yes, but I won't do too much until I see her again in 3 weeks. Он бы с радостью принял ее через 3 недели и провел докоррекцию. Okay? Yeah. Значит, девушка обратилась за консультацией, просто чтобы она хотела, чтобы доктор ей посоветовал на ее лицо. В первую очередь ее беспокоит так называемый тип усталое лицо, то, что кожа тусклая и такое
немножко выраженный птоз. И также ее интересует область щеки, вот здесь незначительно выраженный вот этот птоз. Значит, что посоветовал доктор? Поставить препарат Redensity 2, заполненный сослезную борозду, и это единственный филлер, который он здесь видит. Он говорит, что можно сделать десоапилинг, за счет этого выровнять текстуру кожи, то есть кожа будет более насыщенного цвета, более ровным рельефом и текстурой, и 2-3 процедуры биоревитализации препаратом Redensity 1. Он говорит, что здесь это будет достаточно для пациента. Если доктор будет согласен, положит Redensity 2. She asks for Redensity 2. Мне кажется, у нас устал уже. Он устал уже, Да, давайте. уже Можно поставить. Next time. Okay. Давайте поблагодарим доктора Ольга. Он сегодня потрудился, по-моему, ради вас на славу. Давайте сделаем фото с доктором. Все живы. Make the photo. Все, кто живые, Yes. пожалуйста. Не хотите? Проходите.